Ну вот, друзья, что я сегодня словил. Вставляем. Уже эта сторона дуть не будет. Уже практически темнеет. А дров я не притянул. Вот это грохнулся я. Так, есть вторая. Будет гореть полночи. Все. Втягай. Ну и все. Я думаю, все, дров должно хватить. Как вы видите, вон смотрите, какие дыры там. И ветер вот, смотрите, колышет. Ветер прям в двери, и вот отсюда вот эти вот все дыры задувает. Сейчас я что-то попробую сделать, чтобы не задувал сюда. Иначе выдует все тепло. Я рассчитывал, что хватит этих дров. Но если так будет дуть всю ночь, то дров 100% не хватит. Поэтому я сейчас выйду на улицу, и с улицы баннером, который освободился там у Алексея, я что-то придумаю. Делай вот так. И вот так вот я до самого верха. Есть. И сюда он не будет задувать. Вот так вот. Сейчас я ее оттуда прихвачу. Вот так.
смотрит сюда сейчас. И вот тут сейчас прибью степлером. И все. Естественно, это все временно. Вот он. Чтоб не дуло. С этой стороны ветер сейчас. Вот и все. Все. Пока будет. Ну, наконец-то я присел немножко. Ну, там у Алексея заделал, сейчас там не сифонит. И вот вы видели, ветер поменялся, начал дуть со стороны дверей. И мне пришлось вот этот баннер, который со стороны улицы закрывал, его снять и повесить туда. И сейчас там стало более-менее нормально, сейчас там не сквозит так, как сквозило. В общем, слабых мест очень много, и нужно, короче говоря, дырки все не заделаешь до тех пор, покуда все стены мы не выгоним. Много очень комментариев было по поводу вот этого вот стола. Некрасиво, черный. Да, я понимаю, поэтому я сегодня хочу его немножко преобразить, этот стол. Просили мне подписчики, спрашивали, что у вас за термос, расскажите за термос. Друзья, это американский термос Стэнли. Сделан с нержавейки. Я вам хочу сказать, что это, наверное, один из самых лучших термосов. Я не знаю, было у меня много вот термосов всяких, но будем говорить, он на уровне точно такой, как и если взять со стеклянной колбой. То есть тот со стеклянной колбой держит очень хорошо. Вакуумная стеклянная колба очень хорошо держит температуру. Но этот термос держит точно так же, как и со стеклом, со стеклянной колбой. Там китайский или какие, если настоящая стеклянная колба вакуумная, то она очень хорошо держит тепло. Но это, друзья, это же полностью металлический. Он упадет, не разобьется, ничего. У меня очень много было термосов стеклянных, со стеклянными колбами. И китайские, и там всякие разные импортные. Возьмешь его на рыбалку 2 раза. Раз упал на лед. Хлоп, начинаешь наливать, а там непонятно что. Разбилась колба и все. Этот уже у меня и летал, и я вам хочу сказать, с этим этот термос я выбрасывал с люльки, когда мотоцикл шел под воду. Я его так схватил и выкинул на лед. И вот небольшая здесь вмятинка, чуть-чуть небольшая вмятинка, и все. А так весь он целый, состояние, будем говорить, отличное. Так, ну раз я начал уже рассказывать за вот этот вот термос, сейчас я вам расскажу еще, за чем я хочу обработать этот стол. Вот таким рубанком. Рубанок хочу пройти его полностью, чтобы он был беленький, и вскрыть, как я вам сказал, уже маслом. Обычный рубанок китайский, вот, электрический, работает от 220 вольт. Как я его буду запускать? Здесь я ехал на мотоцикле, взял с собой аккумулятор. Вот он. Вот такой вот автомобильный аккумулятор. 74 ампера. Я его перед этим зарядил. Вот. И взял с собой вот такую вот тоже штучку. Конвертер. Что это такое?
Если кто смотрел мое видео, там была вставочка, как я заводил свой мотоблок и запускал, подавал напряжение в дом. То есть подавал я дом вот таким вот инвертором. Значит, это инвертор на 3000 ватт, то есть 3 киловатта. Но нормальная его работа 1,5 киловатта. При 3 киловаттах он работать не будет. Он сразу выбьет. Но пиковая нагрузка у этого конвертера 3000 ватт. То есть при запуске двигателя, когда запускается двигателя, там холодильники или, например, там вот то же самое, здесь двигатель стоит, здесь стоит щеточный двигатель. Вот он 900 ватт, но при запуске он может выдавать 2 киловатта. Это очень кратковременно. А потом он уже будет работать, то есть на своих там 800 или 900 ваттах по характеристикам. Так что взял я, ну и попробую. Интересно мне самому, значит, насколько хватит мне аккумулятора, чтобы я поработал. Ну, здесь, в принципе, немного. Раза 3-4 каждую доску пройти, немножко снять. В общем, сейчас попробую. Сейчас я буду настраивать. Я думаю, что мне надо минут на 15-20. Я думаю, за 15-20 минут я сниму верхнюю часть, вот эту вот грязную верхнюю часть. Он будет чистенький, беленький. И тогда уже обработаю вверх, и он будет стоять белый, чистый. Готовлю все для работы. Инвертор беру, аккумулятор поставил и подключаю инвертор. Хорошо подтягиваю. Так, все, я подкинул. Сейчас еще затяну хорошо здесь клеймы. Еще я и ключи взял с собой. Но все равно на мотоцикле ключи нужны, поэтому я и ключи с собой беру. Тут тоже сейчас под ним подтяну. Тут хорошо вроде бы. Подключаю. И включаю. Пробую. Все. Работает. Вытягиваю стол отсюда. Так, ну что, пробую. Делаю захват небольшой, где-то 1,5 миллиметра. Так, главное, чтобы не было гвоздей. Сейчас посмотрю хорошенько.
Ну и вот так вот все это получилось, как вы видите. По чуть-чуть вот так вот раз. Можно его обычным маслом. Оно впитается. Чуть-чуть еще тут центр. Он пропитается и не будет себя брать, ни грязь набирать. Чуть-чуть сюда. Ну вот, как-то такой будет столик. Все, что ему положено. Одна проблема только у меня, не будет ли его мыши есть после масла, этот стол грызть. Это да. Ну, посмотрим. Все. Так, ну и сейчас я весь мусор соберу. Ну не весь, а что смогу собрать. Как вы поняли, веника у нас тут нету, да и тут мести по земле не пометешь здорово пыль. Ну я вот это вот. Хоть хорошо, что рукавицы у меня здесь есть. Говорю, объявление надо написать. Пришел, за собой убери. Ну, навел я более-менее порядок, поубирал мусор. Мусор, правда, я не выносил. Я разделся, поэтому думаю немножко попозже. Вот так вот выглядит стол. Друзья, вот видите, вот он уже. Подсох он уже. Уже даже, ну еще чуть-чуть так блестит. Вот. Ну, вот так вот он выглядит. И стол я поставил вот сюда. Я думаю, так будет удобно. И положить что-то на стол удобнее. И сидеть за столом удобнее. А то мне было ну, совсем неудобно за столом сидеть. А теперь как-то я могу сесть спокойно и покушать. Я с собой брал кусочек мяса. Вот, сейчас я его, наверное, порежу кусочками. 2-3 кусочка порежу такие вот. Вот, подсолю, поперчу. Вот оно уже отошло. И поджарю на сковородочке и поужинаю. Так, ну сейчас мясо сейчас порежу кусочками и поджарю. Кусочками. Обычное мясо я с собой взял. Сейчас 3 кусочка поджарю. На сковородочку. Посолю.
Соли чуть-чуть. Я не люблю сильно соленое. Так, сейчас посмотрю, перчика у нас нету. Если есть перчик, то перчика добавлю и все, больше ничего добавлять не буду. Подбросить надо. Так, приправки немножко подсыплю. Так, ну что, ставлю сковородочку. Маслечко. На завтра передают погоду не очень хорошую, дождь. Мне, конечно, здесь он не страшен, но завтра ехать домой. И если дождь, по дождю ехать на мотоцикле, сами понимаете, не очень-то хочется мокнуть. И мне выезжать потом, когда я выезжаю со льда, выезжаю наверх, мне подъем там. И если дождь помочит, я там навряд ли выеду. В общем, посмотрим. Доживем до завтра. Завтра проснусь, посмотрю, что за погода. Так, все. 3 кусочка положил, мне хватит. Так, подготавливаемся к ужину. Нарезать хлебушка. Так, наверное, батон положу. Хлебушек сюда. А прям сюда положу жареное мясо. Так, что, по-моему, готово мясо. Сейчас кусочек положу. Опа. А это на печечку пусть стоит здесь. Мясо готово. Плохо, конечно, что нет вилочки. Но будем ложкой. О, мягенькое мясо получилось. Жареное. Ну, друзья, и вам тоже приятного аппетита, как всегда. Ну, а я тоже сажусь потрапезничать. Целый день не ел, есть хочу. Горчичка. Тут майонез, горчица и кетчуп. Все вместе.
в нос бьет. Вилочки нету. Так, один кусочек приговорил, второй кусочек. Вот не знаю, я какой-то подписчик мне, может я повторяюсь, конечно, извините, но какой-то подписчик мне писал, поставьте стол поперек. А я ему ответил, он и так у нас стоит поперек, а у нас действительно поперек вот так вот стоял. Если кровати у нас стоят вдоль, то стол стоял вот так поперек под столом, и места было больше. Но я хочу сказать, вот так удобнее гораздо. И кушать сидеть удобнее, и в принципе стол и не мешает. Так что я думаю, вот так вот ему самое хорошо стоять к столу. Мясо мягенькое получилось, вкусное. Целый день ждал, думал, когда уж уже я покушаю. Надо обязательно вилку принести. День пролетел незаметно. Казалось бы, что я там порыбачил. Словил там, я не знаю, штук 7-8, наверное, подлещиков. Ну и, наверное, с десяток, может, да с десяток, наверное, не больше, плотвичек. И пришел, начал заниматься здесь, в избушке. И не успел оглянуться, а уже стемнело. Время летит. Ну, хочу, друзья, немножко полежать, отдохнуть. Ну и на комментарии ответить по последнему видео. Ага. Значит, так. Здоровья вам, на что снимали? Ну, имеется в виду, наверное, на какую видеокамеру снимал. Как и сейчас, снимаю вообще-то на две камеры в основном. Это DJI Osmo 5 и DJI Pocket 3, друзья. Вот это две камеры. Сейчас снимаю конкретно на Pocket 3. Вот сейчас, в данный момент. Пена без пистолета очень дорого. Большой расход. Согласен с вами, что очень дорого. Но я вам хочу сказать, что и пистолет сейчас совсем не дешевый. Сейчас пистолет стоит, наверное, ну я не знаю как где. У нас, например, пистолет стоит где-то около 300 гривен. Пена стоит 250-270 и пистолет около 300 гривен. И чтобы запенить там 2-3 баллона, нужно купить пистолет. Ну, мне кажется, это дорого. Тем более, что пистолет, если его не обслуживать, то он просто-напросто засохнет. У меня несколько пистолетов дома лежит, наверное, штуки 2 или 3, они негожие, просто-напросто. Ну как, они позасыхали, можно их, конечно, разобрать, я не знаю, можно их вычистить или нет, я не знаю. Кстати, если кто-то знает, как старые пистолеты можно почистить, пожалуйста, напишите, я очень буду вам благодарен. Что за конус? Какой принцип работы? Друзья, ну это кормушка. Вот он, как вы говорите, что за конус. Это вот такая вот кормушечка. Вот это вот крышечка снизу, вот так вот она опускается.
А вот она, чека. Вот, видите? И вот она сюда вдевается в дырочку. Здесь в крышечке дырочка сделана. Она вот так вот сюда вставляется. И вот так одеваешь. Ее дернешь. Оп, она выскочила, крышка открылась. И все, и высыпалась на дно. Ну, такие кормушки, ну, я не знаю, постоянно ими пользовались. Так. Задавали мне вопросы по поводу шнека, которым я бурю. Шнек я покупал на Алиэкспресс. Это пластиковый шнек. Сейчас я вам тоже покажу его. По-моему, где-то он у меня здесь. Так, да, вот он тут внизу лежит. Вот он, друзья, вот такой вот шнек. Вот это вот пластик, все. Я как-то первый год, когда им бурил, мне все говорили, что да вот это вот поломается, оно негожее, все. И он, видите, вот с секциями. Вот эти вот одна секция, две секции, три секции, четыре. Вот здесь вот 5 секций. И вот где-то он, длина его вот это полностью бура, ну, наверное, где-то, я не знаю, 70 сантиметров. Вот. Самой части вот это, наверное, 50 сантиметров. Вот эта сама часть шнековая. И тут еще сантиметров здесь чуть-чуть и здесь. В общем, сантиметров 70. Вот этот шнек, я вам хочу сказать, классно он бурит, и мне он нравится. Я не знаю, другими шнеками я не пользовался, только вот этим. Вот эта ручка, это отдельно, я уже покупал. Уже, по-моему, тоже на Алиэкспрессе покупал ее. Вот. Но мне прислали ее, и она немножко не совпадала с этим отверстием. То есть она была больше, и мне пришлось отнести к токарю, чтобы он немножко ее сточил. Ну, а так все. Вот такой вот шнек. На Алиэкспресс пластиковый шнек. Когда-то он стоил 1200 гривен. Сейчас он стоит, этот шнек, приблизительно, наверное, не меньше 3000. Не меньше. Подорожало все. Вот, поэтому... Ну, хочу сказать, он мне нравится. Конечно, обхожусь я с ним бережно, потому как все-таки он пластиковый. И боязно, что он поломается. Хотя, так, ну, вожу. А так бурит капитально. Ножи я ни разу не точил. Он уже у меня, наверное, ну, года 4 или 5, этот шнек. Я доволен, честно вам хочу сказать. Да, еще мне спрашивали по поводу, вот стоит термос. Это термос Стэнли, друзья. Металлический термос. Вот. Внутри нержавеющая сталь. Ну и снаружи то же самое, он так вот покрашенный. Хочу вам сказать, что тепло очень хорошо держит. Вот я утром сегодня делал, когда собирался ехать. В общем, сейчас я налью. Ну вот, смотрите, я не буду... Пить нельзя горячий, сильно горячий. Ну, сейчас уже, наверное... Ну, не буду. Чуть-чуть налью. Это литровый. А, не. Литра 200. Литра 200. Ну, сейчас попробую, как он горячий, нет? Не, пить нельзя. Градусов 70, наверное, друзья. Вот утром я залил кипятком его. И сейчас я вам хочу сказать, сколько. 10 часов вечера. Весь день, будем говорить, полдня находился в холодном домике. Будем говорить так. Вот. И, ну, честно хочу сказать, ну, градусов около 70 чай. Надо будет завтра, если будет время, значит, я еще полоску, вот я на ней лежу, полоску наклею, вернее, пришью туда самую крайнюю. Вот, и уже будет гораздо теплее.
даже в большие морозы. Кстати, сейчас что у нас на улице, хочу сказать. Так. Ну, сейчас 12 градусов мороза на улице. Кстати, еще хотел вам сказать. Значит, многие писали, а чего вы не ставите жерлицы? Так вот, что я хочу сказать. Вот я буквально полчаса назад пошел и расколупывал жерлицы. Поставил я всего 3 жерлицы. Вот, на судака или, может быть, на щуку. Но я замучился, я минут 40 выколупывал эти, как говорится, лунки, чтобы не повредить леску и чтобы не осталось там. Обмерзла. Я и вроде бы вот эту вот шелуха, которую я крутил, значит, снежная, вот это вот снег, я поставил на снег и снегом присыпал. И все равно замерзла. И замерзло все. И ну, полчаса 3 жерлицы доставал. Поэтому, а раньше были так вообще морозы по 20 градусов. Там до утра вот так вот лед замерзал. Вы представляете? Она, в принципе, там все. Если жерлицу ту поставишь, то ты там ее и оставишь. Ну как, жерлица то будет наверху, а вся снасть там останется. Оборвешь ее. И живца жалко. Будет потом с крючком плавать. Так что сегодня я поставил 3 жерлицы. Все жерлицы я снял. И все жерлицы пустые. Даже никто их не покусал. Вот. Один раз всего лишь словил судака здесь недалеко. Ну, тут возле домика. А так, ни щуки, ни судака больше ни разу не попадалось. Ничего хорошего. Поэтому здесь мы как-то и не ставим жерлицы. С берега бросаем сом есть, с берега. Ну, сомики тоже такие небольшие. Килограмм 3-4, такие максимум. Вот такие вот сомики. Вот. Но мы их даже не брали. Я вытягивал штуки 3, наверное. И я сразу отцеплял и сразу его назад. Ну, он маленький. Ну, разве это сом? Сом это уже когда килограмм хотя бы 10-15, да. Я ловил в свою жизнь, друзья, 120 килограмм сома. Вот так вот. Ну вот, друзья, и закончился день. Я поужинал. И уже хочется лечь отдохнуть. Так что, друзья, буду с вами прощаться. Все, до свидания. Спокойной ночи. До завтра. А завтра снова начнется новый день и новая работа. Все, друзья. Пока. Спокойной ночи. До завтра. Отлично. Так, все позамерзало. Видите, все позамерзало, а идет дождь.